Это юбка с карманами. Вот такие шикарные карманы у меня здесь получились. Шов по переду, внизу шлица. И вот вы видите эту динамичную линию, в которую вписался мой карман и которая переходит вниз юбки такими красивыми складами. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Я почувствовала, что вы соскучились за креативом. И вот сегодня я его для вас подготовила. У меня была приобретена ткань, которая уже фигурировала в моем видео. Я говорила, что собираюсь из нее пошить юбку или же брюки, какое-то поясное изделие. Вы по ссылочке можете посмотреть это видео. В нем я знакомлю вас со своей блузочкой. Кофточка прорисовалась, мы ее увидели. Она, ничего лишнего. Здесь может быть поясочек аккуратный. А вот мой будущий низ. Ткань в полоску. Это всегда такой потенциал творчества. Вас заинтригую вот таким, буквально вот таким вот моим будущим вариантом юбки. Вот здесь, а может быть и брюки. То есть вот что-то такое у меня вот здесь вот будет. Ну и вот сейчас я добралась до этой ткани, и тем более родилась идея юбки, с которой мы сейчас с вами будем работать. Отрез длиной 1,5 метра. Ткань в полоску, вы видите, ярко выраженная полоса на нежно-розовом фоне. Мне необходимо выровнять край. Вот для этого, чтобы он был максимально ровный и четкий, я вот конкретно на этой ткани продергиваю ниточку. Вот я продергиваю нитку, потому что это принципиально, чтобы был угол 90 градусов. Остался след. И сейчас выровняем мой край. Посмотрите все, будьте внимательны, потому что в принципе все просто, но важно ничего не упустить. В моей конкретно ткани ниточка продернулась легко, и вот я ровненько обрезала свой край. Понятно, что отрез сократился сантиметра на 3. Ничего. Так, теперь нужно будет сложить ткань по диагонали. Так, выкладываем вдоль кромки таким образом, чтобы у меня поперечная полоса подходила к изнанке долевой. То есть поперечная вот эта полосочка горизонтальная, она была сверху, а долевая кромка, вот полоса, проходила внизу. Это важно, так как вот эта часть потом в дальнейшем будет правым бортом, верхним. Вот я сейчас кромку нашу срезаю. Ширина ткани у меня так же, как и длина, 1,5 на 1,5. Теперь мне нужно от нашей вершинки отложить 55 сантиметров. Вот я их откладываю. И отмеряю радиус. Отрезаем. У меня получается четверть круга, и я сейчас вот этим размером своим должна ровно отложить длину нашей юбки. Здесь у меня получается 88 сантиметров. Вот я 88 сантиметров и
отмеряю. 88 сантиметров. Это будет длина нашей юбки. Сейчас, чтобы не потерялся ход мысли, быстро набросаю схему. То, что мы сейчас с вами делали. Отрезали радиусом 55 сантиметров. Вот этот уголочек. И сейчас я отрезаю вот это вот 88 сантиметров. Вот наше расстояние. Если бы у меня, допустим, не было погрешности 2 сантиметра, которые я равняла, у меня было бы 90 сантиметров длина нашей юбки. Но в данном случае получается 88 сантиметров. Это при ширине ткани 1,5 метра на 1,5 метра. Так, четверть круга. Полоски приходят вот к долевой кромке. Все, это наша схема. Я вырезаю нашу юбку. Эта юбка будет с застежкой по переду. И низ юбки будет вот здесь. А верх будет четверть солнца наоборот. То есть обычно мы привыкли, чтобы это было талией. Сейчас у меня талия будет вверху, вот здесь, а низ будет идти на заужение. А это вот эта часть, вот это будет мой перед. И верхнюю часть я сейчас буду собирать. Вы сейчас поймете, что я здесь буду с ней делать. Значит, мне необходимо по нашей полоске вот заготовить подвороты. Это я пойду на утюжок и все это заглажу. Ну и соответственно тот же размер мы делаем справа. И нам обязательно нужно будет наши подборта проклеить, потому что разные направляющие, и соответственно это все должно держать форму. Это юбка без швов, у нас будет только застежка спереди. В чем и прелесть этой юбки. Ну и соответственно будет игра полос. Вы сейчас это все увидите, как она заиграет. То есть настолько интересная, оригинальная получается идея. Низ мы можем минимально подшить, подвернуть московским швом. Можем сделать обтачку. То есть это в зависимости уже от индивидуальных желаний, как вы захотите подвернуть свой низ. Мне также нужно вырезать наш пояс. Вот у меня остались выпады, и мне нужен пояс по долевой. Вот я прямо по долевой вот так вот отрезаю, и сейчас на утюге разберемся, что к чему. Ну, пояс у меня будет на ширину полосы. Может быть, кто-то захочет пошире. Может быть, сделать сарафанчик, потому что у нас вот достаточно большой треугольник, выпад. Ну, это уже опять же все индивидуально. Так. Вот наша юбка, наш пояс. Так, обрезаю кромочку
я пришла с утюга, загладила наш пояс. Я его не проклеивала, но вы будете проклеивать, естественно. Так, здесь тоже загладила наши подбортики. Я взяла и верхнюю часть согнула вот ровненько, вот в 2 раза. Вот я сложила и загладила сгиб. Это серединка спинки. Вот она нам нужна. Также индивидуальная может быть у вас ширина полосы, рисунок. Все это может вообще рисунка не быть. То есть это уже просто сама идея. Идея вот такой нового кроя юбки, нестандартного. Мы можем вот эту часть застрочить и сделать внизу шлицу. То есть нам по-любому для того, чтобы мы могли нормально передвигаться, нам нужна шлица. То есть, соответственно, это вид спереди, перед нашей юбки. Мы перестрочили нашу шлицу, застрочили. Или же, допустим, ряд пуговиц, кому как нравится. Вот, пуговички могут быть просто декоративные. Ну вот, к примеру, я под рукой были пуговички такого плана, что-то может здесь возникнуть. Вот это могут быть пуговички, все нашиты, могут выработаны быть петли. Вот, может быть это функциональная застежка, а может просто застрочена и декоративно вот до определенной части, чтобы удобно было в дальнейшем наше изделие одевать. Так, ну вот я показала варианты, как оно может быть. И следующий этап у нас это схема, на которой я вам продемонстрирую, как нужно дальше собирать мою юбку. Это первая моя схема, чертеж раскроя. Вторая схема, я раскладываю мою четверть круга. Вот сейчас я изображаю. Так. Это четверть круга. Ось проходит у нас по центру спинки. Это будет линия сгиба и центр спинки. Теперь здесь у меня 55 сантиметров. 55-60. Это индивидуально ваше удобство. Внизу вот наш радиус. Это по низу низ юбки. Вот я пишу низ юбки. Наши планочки заглаженные. Вот здесь у меня пунктиром центр переда. Центр переда. Центр переда. И 2 сантиметра. И с этой стороны 2 сантиметра. Это заход нашей планки на планку. Соответственно, вот в этой зоне у меня будет моя талия, верх изделия. А от талии на расстоянии, индивидуально, опять же, в диапазоне от 18 до 25 сантиметров линия бедер. То есть у вас уже вы сами знаете, на какой высоте ваши бедра. Конкретно мои на расстоянии 20 сантиметров от талии. А диапазон может быть, вот я пишу, 18-25 сантиметров. Все индивидуально. Теперь, вот на этой линии мы должны разложить наш объем бедер. Каким образом мы это будем делать? Вот что я хочу получить. Я хочу получить юбочку-карандашик, аккуратную, чтобы не было ничего лишнего. То есть у меня моя картинка, это вот такой аккуратный карандашик на поясе с планочкой, застежечкой по переду. И карманы будут проходить в выточках
вот здесь у меня вот в этой зоне будут проходить мои карманы. Естественно, карман будет не по бедру, не по боку, а он будет смещен наперед. И, соответственно, спинка моя должна быть, так как у меня не будет никакого здесь далее кроя, разрезов, а мне осталось только собрать вот эту мою систему, мой карман, вот мою эту строчку. Вот, поэтому я сразу откладываю спинку с заходом наперед. У меня конкретно вот здесь по бедрам получается 35 сантиметров с одной стороны от центра и 35 сантиметров с другой стороны. Вот. А вот эта часть до центра у меня остается, так как мои бедра 54 размер, 112 в объеме, у меня остается 21 сантиметр. Вот здесь у меня 21 сантиметр. И, соответственно, с этой стороны остается вот этот объем, который я должна ввести в выточку. Вот у меня будет формироваться выточка. Вот такая. Она выходит на низ изделия. Ну, конкретно на моей схеме, вот внизу от перегиба, я откладываю 10 сантиметров. Это до вершины моей выточки. А поверху, вот здесь до центра выточки, вот здесь у меня лично 50 сантиметров. Я из этой точки внизу 10 сантиметров провожу сектор. Это моя такая большая выточка. Вот она с одной и с другой стороны. Вот в этом секторе у меня будет расположен карман. Соответственно, вот этот вот участок — это мешковина кармана. И внизу вот зашивается до определенного места. Здесь будет моя складочка. Она выходит вниз юбки. Вы ее видели на моем обзоре готового изделия. Я взяла на талию себе, одела резиночку четко по талии и приколола к этой резинке сгиб моей юбочки, вот зафиксировала, и по переду приколола центр переда. И у меня моя юбочка уже как бы на мне держалась в двух местах. Потом я с двух сторон в зоне карманов я собрала вот лишний объем ткани и заколола по себе. Вот у меня как раз этот участочек я с одной ручкой зажала, а с другой стороны вторую выточку, поставила булавочку в одном месте и в другом. И моя выточка, она сама вышла, сформировалась, вот стреляя на низ моего изделия. То есть вот эта выточка, она естественным путем на мне, муляжным способом, она упала и выложилась. И разложилась наперед. Я как будто бы зашла в карман рукой, направила ее. И вот вся эта система, она легко, конкретно на каждой фигуре выкладывается. Вот юбочка моя держалась в двух местах. Потом, соответственно, когда вот я эту выточку заложила одну, вторую, я уже в районе бока тоже к моей резиночке на талии приколола, сформировала уже окончательно конструкцию моей юбки. Так как ничего больше разрезать не нужно, а нужно только ее собрать правильно, вот я вам рассказала свой принцип. Теперь на моей юбке наглядно вы увидите, одна часть будет собрана, а вторая часть будет в раскрытом состоянии, проложены стежки, и вы уже окончательно во всем разберетесь. Вот сейчас мы уже переходим к следующему этапу на ткани. Вы видите, разложена моя юбочка. Здесь у меня левый борт, а это правый борт нашего переда. И спинка, вот заутюжен сгиб. Пояс
Пояс уже пришит, приметан. Все сметано. Эта сторона, вот левая, она сметана. Приметан пояс, половина. Пояс у меня это объем моей талии с заходом, с учетом захода на планку по переду. Эта часть проложена джинсовой ниточкой стежки моей выточки. Здесь одна большая выточка и маленькая выточка, которая примыкает к моему входу в карман. Вот вы видите, я изобразила это мешковинка кармана, и здесь вот стежками у меня показан вход в карман. И вот с этой стороны, вот вы видите, это уже заложенная моя выточка сложена. Вот это мешковина, вторая выточка. Вот она вдоль кармана проходит. И вот вход в карман. И вот здесь внизу, ничего не разрезая, вот когда я застрочила свою выточку, я проложила перпендикулярно строчку. Это низ моей мешковины кармана. Вот удобный такой, опять же, глубина регулируется индивидуально. Удобный такой карманчик. Все аккуратно, минимум швов. Почему у меня образовалась вот такая линия? Видите, здесь уже, здесь шире. Потому что, естественно, когда мы складываем эту мою выточку, вот если мы ее сейчас с вами выкладываем, вот так секторно, радиально мы ее выкладываем, то получается, что эта точечка, вот она уходит, смещение происходит относительно края моего кроя. Поэтому, соответственно, здесь это все у меня линия моей талии опускается. Это вот нюанс, который нам внесла глубина нашей выточки. Вот линия притачивания пояса. Так и должно быть, это нормально. Вот вы это увидели. Вот когда я ровно выложила ее от начала до конца, разгладила. Вот видите, красненькие стежочки, это как раз линия, по которой будет проходить строчка. Вот, и когда я все разложила, вот, то получается, видите, этот уголочек, он сместился. Ну и он уже мне подкорректировал линию притачивания пояса. Также, когда я это все еще раз приколола к своей резиночке на талии, вот, уже заметав мою мешковину, заметав мою вот эту вот большую длинную выточку, то ввиду моей особенности фигуры и ввиду того, что это косая вот сзади у нас, у меня нет ярко выступающих ягодиц сзади, более плоская форма, то мне именно для моего баланса линия талии, вот она по спинке немножко смещена еще больше, то есть я вот откорректировала, это моя линия талии. Это было несложно к резиночке подвигать, так чтобы юбочка, вот именно спинка, хорошо легла по фигуре. У кого более выпуклые ягодицы, у вас может быть вот этот вот объемчик уйдет на попочку, чтобы оно... То есть здесь есть место для движения, для размещения по индивидуальным особенностям вашей фигуры. Вы видите, моя большая выточка. И есть еще маленькая выточка вдоль входа в карман. Я ее специально сделала незаметной. Для чего? Она у меня имеет размер 7 сантиметров, то есть достаточно большая. Это выточка, которая вобрала в себя объем по бедру, то есть по боку бедра. И поэтому она вот здесь достаточно глубокая. И конкретно для моей фигуры она вот доходит на
глубину входа в карман. То есть у меня здесь 18 сантиметров. Вот длина моей выточки. Ее не видно. Вот она аккуратненько вот здесь вот фиксирует карманчик, эту зону, уплотняет его. То есть она здесь очень даже в тему. Остальной объем можно было сделать складочки, защипы по спинке. Можно сделать выточки, но я не любительница выточки по косой делать. Вот поэтому конкретно для себя я сделала, предусмотрела вот здесь вот сборочку под пояс. Но можно было весь этот объем вот в поясе просто собрать на резиночку по спинке. Опять же индивидуально под ваши пожелания и вкусы, и особенности фигуры. То есть здесь могла быть кулиска со шнурком, и она выйти наперед и завязываться, несколько складочек или там встречная по спинке. В принципе, учитывая, что это вот такой карандаш и форма такого тюльпанчика, то сборочка небольшая по спинке, ее на косой практически на фигуре незаметно. То есть она как раз распределяется на спинку, она хорошо, эта сборочка выкладывается. Сгиб центр спины, здесь вот поясочек приметан, выложился мой карманчик, вот вы все это видите, вот выточка прошла. Длина застроченного участка вот по этой выточке у меня от талии на высоте 50 сантиметров. И тут же это как раз на одном уровне с моей шлицей внизу. Начинается на высоте 47 сантиметров. Но вы можете опять же сами выше, ниже смотреть уже на себе. В этом участочке могут быть пуговички, может быть застрочено и молния. То есть все уже опять же индивидуально. Но в данном случае использована ткань в полоску. Я думаю, что прекрасно будет смотреться это изделие из однотонной ткани, более плотной ткани. То есть надо пробовать. Вот такая у меня родилась юбка, такая идея. И вот я вам ее сразу преподнесла, рассказала принципы. Опять же, все просто. В нужном месте заложили две выточки. Одна большая, одна маленькая, и юбка готова. Если девочки более худенькие, соответственно, это все можно заложить больше. Опять же, оно будет стрелять на низ нашего радиуса. Или же, соответственно, вы плотнее, меньше делаете мешковину кармана, карман будет меньше, аккуратнее. Поэтому все это вы на себе очень быстро заколите. Здесь у нас застрачивается или пуговички застегиваются, вы смотрите сами. Низ, опять же, корректируйте под себя. Здесь у меня подшита сметочная подворот, учитывая, что это по косой, где-то будет провисание и необходимость корректировки. Может быть, вам будет узковато внизу для движения, но у нас движение осуществляется за счет шлицы. Опять же, может быть, вот на этой конструкции, вот сейчас по ходу дела, мне пришла идея ее перефразировать и сделать шов сзади со шлицей, а карманы спереди. То есть она может быть любой. То есть как застежка спереди, так и застежка сзади. Карманы будут вот в этой части. Поэтому мы можем на фоне этой моей идеи ее улучшать и использовать в разных вариантах. Ну, конкретно низа, то тут вы уже опять же под себя корректируете. Мне нравится такая длина, прямо хорошо так заужена. Если кому-то будет немножко неудобно в движении, можно подснять лишние там 3 сантиметра по всей длине или 5 сантиметров. То есть вы уже смотрите сами. Теперь мы возвращаемся к этому моему варианту, сметываем эту сторону и смотрим на мою чудесную, замечательную юбку. Я
собрала мою юбочку и подготовила к первой примерке. Вы видите, как наша четверть круга превратилась вот в такую юбку. С помощью необычных таких вот выточек, длинных, от низа юбки до самого верха. В эти выточки вошли мои карманы, мешковина. Это цельнокройная юбка, цельнокройный карандаш. И вот за счет этих чудесных выточек у меня организовалась эта моя модель. И вот вы видите, наша планочка вот настрочилась одна на другую. Все это аккуратно вошло в поясочек с небольшой посадочкой сантиметра по переду посадки и посадочка по спинке. Вот все это здесь легкая сборочка. Вот такая интересная тут юбка, необычный живописный рисунок, асимметричный. Все готово, и мы сейчас с вами идем на первую примерку. Поверьте, она тоже будет очень интересной. Я сметала свою юбку и решила вам продемонстрировать в полный рост, чтобы вы поняли, как она выглядит, как она сидит на мне вот на фоне моего винограда. Это творение рук моего супруга. Это его гордость, его любовь. Ну вот он вызревает, скоро нас порадует своими плодами. А сейчас вернемся к моей чудесной юбочке. Мое творение — это юбка с карманами. Вот такие шикарные карманы у меня здесь получились. Шов по переду, внизу шлица. И вот вы видите эту динамичную линию, в которую вписался мой карман, и которая переходит вниз юбки такими красивыми складами. Эта линия, она дает эффект заужения юбки, выразительный эффект юбки карандаша. А в верхней части моя юбочка входит в поясочек. Вот поясочек вобрал в себя всю нашу юбочку. Весь объемчик. Здесь у меня легкая посадка по спинке от линии кармана. Все это вошло в мой пояс. Ну вот здесь вы видите еще, я не убирала сметочку, как мы с вами это все разобрали, сметали. Вот сейчас я первым делом, первая примерка, и вам это все демонстрирую, что у меня получается. Ну, в дальнейшем здесь могут быть пуговички, декор, а может быть и не быть их. Вот как бы так мне все уже сейчас нравится. Может быть, я немножко подкорректирую линию низа, то есть какие-то небольшие корректировки. Но в целом изделие готово. Вот такая легкая, летняя, чудесная юбка с карманами в полоску. Хотя без полоски в однотонном варианте тоже будет замечательно. Я подобрала к юбке такую маечку, японочку. Ну вот намиксовала и цветы, и полоску. Сейчас это модно совмещать разные принты. Но я предвкушаю, как классно эта юбка смотрелась бы с рубашкой, с блузой с рукавчиком. Сейчас летним вечером мне вот в таком ансамбле очень комфортно. Вы видите, что этот наш единственный шов по бокам, он может корректироваться на любую фигурку. Девочка худее, это все можно забирать плотнее или, соответственно, расширять. Поэтому все достаточно просто. Вы на себе формируете вот эту нашу линию, наш карман, мешковинку и определяете объем юбки. То есть все это кому-то плотнее, кому-то свободнее.
эффект карандаша, вот опять же склада, ее можно зафиксировать, можно загладить, можно зашить ниже, выше, это уже индивидуально. Принцип мы с вами разобрали, принцип понятен, вот такой креатив сегодня для вас у меня получился. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Буду и в дальнейшем вас удивлять. Всего вам доброго, дорогие мои подписчики, дорогие мои друзья. Пишите комментарии.